Здравствуйте, мои дорогие! Я Алена, и вы со мной на моем канале. Конечно, я очень давно не выкладывала никакое видео, потому что было очень много дел. Крестила свою внучку, были у нас крестины, и все это очень-очень затянулось. Всех поздравляю с прошедшим праздником Пасхи, всем желаю добра, счастья и, самое главное, здоровья. Ну что, мои дорогие, сегодня я вам покажу рецепт моего, можно сказать, самого любимого пирога с творогом и сыром. Получается очень быстро и вкусно. И на основе этого теста, на основе рецепта этого теста вы сможете сделать любые пироги с любыми начинками. Получается бесподобное тесто, очень вкусное. Начнем готовить, мои дорогие. Сегодня для нашего пирога мне понадобится 200 мл теплого молочка, которое мы отправляем в небольшую посуду. И сюда же отправляем одну пачку сухих дрожжей. Здесь 7 грамм у меня. Можете, конечно, положить и свежие дрожжи. 1 столовая ложечка сахарного песка. Все это мы перемешаем и оставляем буквально на 5 минут, пока мы будем приготавливать муку. Тесто у нас будет сегодня дрожжевое и одновременно рубленое. Очень вкусное тесто получается, и вам точно оно понравится. Откладываем молочко с дрожжами в сторону. И сейчас в такой какой-нибудь плоской посуде мы будем смешивать муку со всеми другими продуктами. Здесь у меня 500 грамм муки уже просеянной, 1 столовая ложка разрыхлителя. Хоть идут и дрожжи, кладу и разрыхлитель тоже. Чайная ложечка соли. Все это, все сухие ингредиенты мы хорошенечко перемешаем. «200 грамм сливочного масла холодного из холодильника, не из заморозилки, просто из холодильника, или же маргарин можете взять, то, что хочет. Окунаем в муку и натираем на терочке, на крупной стороне терочки. Можно то же самое сделать вилочкой. Даже руками можно. Нам нужно просто сделать мучную, вот такую мучную крошку. Делаем углубление в середине и отправляем сюда наше молочко с дрожжами уже смешанное. Сейчас мы будем замешивать тесто. Тесто замешивается очень-очень быстро. Нам не нужно будет его вымешивать до гладкости. Нам нужно просто перемешать. Все. Все это делаем вначале лопаткой, потом, конечно, руками придется все равно. Получается очень податливое, очень вкусное тесто. И вы сможете из него спечь даже другие пироги с другими начинками. Тесто вот такое у нас получается. Мягкое, очень легко раскатывается и очень такое податливое. Делим его приблизительно на 2 части. И сейчас мы его накрываем, оставляем в сторону и будем просто-напросто готовить начиночку. Начинка сегодня у меня будет сыр и творог. 150-200 грамм здесь у меня фета. Можете взять любой белый сыр, можете взять голландский сыр, кто что любит. Можете даже просто-напросто все положить, весь творог положить, не класть вообще сыр, а только творог. Я кладу 200 грамм феты, и здесь у меня 200 грамм творога. Творог точно так же руками просто делаю крошку, никаким блендером, ничем я его не измельчаю. Мне нравится, когда попадаются крупинки такие творога в тесте. Сюда же вы можете добавить 1 яйцо. Я яйцо не добавляю, но яйцо не помешает. Солить я не буду начинку, потому что фета у меня соленая. Если вы делаете с одним творогом, подсолите. Раскатываю 1 кош на бумаге. На бумаге всегда работать легче с тестом. Вначале руками, потом скалочкой. Приблизительно 32-34 сантиметра. Форма у меня будет 32 сантиметра. Но можете взять даже 34-сантиметровую форму. Переносим бумагу вместе с тестом на противень, на форму. Тесто мы не кладем ни в холодильник, никуда. Сделаем и тут же раскатываем. И не ждем, чтобы дрожжи поднялись. Все будет подниматься уже в процессе выпечки. Бумагу обрезаем по краям.
Можете форму взять даже чуть-чуть побольше, просто пирог получится потоньше. Бортики немножечко прижимаем вот так вот вниз. Насыпаем всю начинку. Духовку уже включили разогреваться на 180 градусов. Духовка у нас разогревается. Равномерно уложили начинку. И сейчас мы точно так же раскатаем второй пласт теста, второй кусочек теста. И я его положу сверху на пирог. Бумага очень помогает в этом случае. Вместе с бумагой я переношу форму. Снимаем бумагу. Просто прижимаем краешки. Фета и творог обычно не вытекают, конечно, с пирога, но так очень лучше намного все пропечется, если будет все у нас так закупорено, так сказать, по краюшкам. 1 желток и приблизительно 1 столовая ложка воды. Смешиваем вилочкой. Этим мы смажем просто-напросто пирог сверху. Сегодня я его не буду посыпать ни кунжутом, ничем, просто так оставим, смажем и будем выпекать. Получается тоже и красиво, и вкусно. Ну, можете, конечно, посыпать и маком, и кунжутом, кто чем хочет, даже семечками. Края еще раз прижимаем вилочкой. И делаем вот так же вилочкой проколы в тесте, чтобы у нас, так сказать, дышало тесто. Отправляем выпекаться пирог. Выпекался у меня сегодня пирог 25 минут. Я ему дала чуть-чуть, его остудила. И сейчас я его порежу и покажу вам. Буквально вот до такой золотистой корочки. Сейчас порежем, и я вам покажу, какой он получается внутри. Очень вкусный, очень ароматный. Тесто получается бесподобное. Со сладким чаем на завтрак, мои дорогие, это что-то очень-очень вкусное. Попробуйте. Я уверена, что вам понравится рецепт. Посмотрите, какой он внутри получается. Тесто рассыпчатое. Видите, много начинки. Не так уж много теста получается, но можете даже его раскатать, все равно тоньше. Приятного вам всем аппетита. Кушайте мой пирог с удовольствием. Пейте сладкий чай с таким пирогом. И всего вам доброго. Записывайтесь на мой канал, если вам понравилось мое видео. Пока-пока.